Многие эмигранты тратят месяцы жизни и тонны мучений, собирая миллион документов, чтобы оформить брак в Польше, ну или в других странах Европы, не зная, что в Грузии пожениться можно за один день и нужен им будет только загранпаспорт. В этом видео поделюсь своим личным опытом, расскажу, что нужно для оформления брака в Польше и как это сделать в Грузии, наглядно и с ценами. Я обожаю Польшу всей душой и счастлива жить именно в ней, но у нее есть огромный минус – бюрократия. Для иностранцев и в заключении брака особенно. Так что проблема 1 – документы. Перед ЗАГСом вам, как иностранцам, нужно подготовить загранпаспорт, подтверждение гербового сбора, стоит 84 злотых, разрешение суда на заключение брака по 100 злотых с человека и свидетельство о рождении, переведенная копия в ЗАГС и оригинал. Сначала отдаешь в суд, потом выкупаешь, чтобы забрать, и потом отдаешь в ЗАГС, где его, к слову, могут забрать навсегда. Третий пункт самый интересный. Для того, чтобы обратиться в суд, вам нужно пойти в консульство Украины и взять справку о том, что Украина не выдает справок об отсутствии преград для брака. А консульство – это уже проблема 2. Сейчас так тем более. Во-первых, туда в принципе никто не хочет идти, а если уж и идти, то могут быть другие сложности в процессе. Проблема 3 – время. Ожидание ответа от суда может занять до года, и когда это будет, неизвестно. Просто находишься в позиции ждуна, проверяя свою почту, физическую. Ну и четвертая проблема – язык. И в суд, и в ЗАГС, и для перевода документов вам нужен будет присяжный переводчик. Это если не знаете хорошо польский. Короче, вы поняли, что это сложно, долго и муторно. Из всех этих шагов мы осилили только поход в ЗАГС, где нам без переводчика даже не выдали список документов, которые надо собрать. Потом Андрей нашел переводчика и даже заказал перевод свидетельства о рождении. Все. Какая же была радость и облегчение, когда мы узнали про Грузию. Реально случайно, почему я и записываю это видео, далеко не каждый знает про такой легкий способ оформления брака. Вообще, в Тбилиси вы можете сами оформить брак и сделать перевод с апостилем. Но мы за упрощение и делегирование таких задач, поэтому сразу начали искать человека, который нам бы помог со всем этим. Андрей смотрел разные видео на YouTube, изучал опыт других пар и наткнулся на рекомендацию девушки, предоставляющей такие услуги. Но у нее не было толком ни сайта, ни удобного способа связи, еще и цены не особо приятные. Поэтому этот вариант отпал. В таких делах хочется быть уверенным во всех процессах, поэтому мы выбрали свадебное агентство Ори. Вообще агентств в Грузии много, мы выбрали для себя лучшее по ценам и подходу и одно из самых известных в стране. Они полностью решают все вопросы по организации свадьбы. Это может быть как просто регистрация брака, как это было у нас, так и полноценное торжество по любому запросу. Какое-то время мы общались и уточняли все нюансы. В итоге нам все понравилось, и мы заключили договор. В него входила официальная регистрация брака в Тбилиси, включая аренду свидетелей, перевод на английский язык и апостиль одного свидетельства о браке для Польши и еще одной страны на всякий случай в ускоренном режиме, чтобы было готово через сутки. Также мы выбрали опцию приватного зала с музыкальным сопровождением в Доме юстиции и услуги визажиста и стилиста с выездом на дом. По цене все это вместе вышло на 1968 лари. Это примерно 3000 злотых или 30 тысяч гривен по тому курсу. Вполне адекватная цена за наше спокойствие и возможность не думать о всех орг-моментах. Да, пожалуй, уточню, что если вы будете все делать сами, то вам потребуется найти 2 свидетелей из Грузии, подготовить переводы загранпаспортов на грузинский и заверить их у нотариуса, самостоятельно решать все задачи в Доме юстиции и так далее. Вот полный список документов, которые необходимы для оформления брака в Грузии. Перевод и нотариальное заверение паспортов будет стоить в среднем 50 лари за каждый. В сумме получается 200 лари, если свидетели не грузины. Занять этот процесс может от 1 дня до 3, в зависимости от места. Церемония в приватном зале может стоить 150-250 лари, а перевод с апостилем свидетельства о браке, что обязательно нужно сделать до выезда с Грузии, 150 лари. Это за апостиль и перевод на 2 языка. Информацию взяла из опыта других пар, и если вам есть что добавить, напишите в комментариях. Каждый тут выбирает вариант, который ближе, но если что, агентство максимально рекомендую. И с радостью поделюсь контактами в описании. Коммуникация, скорость ответа, пунктуальность, ответы на вопросы – все было на высшем уровне. Кстати, помимо Грузии, агентство Ори также работает в Греции и на Кипре. В общем, если вопрос брака вам актуален, вы всегда можете им написать и уточнить все детали. А если в итоге решите заключать договор, не забудьте упомянуть, что вы от меня с кодовым словом Троценко, за что получите приятный подарок-сюрприз.
Основная задача была сделана, дальше дело пошло за малым. Хотя, как сказать, нам нужно было купить билеты на самолет в 2 стороны, арендовать квартиру в Тбилиси, найти классного фотографа, купить платье и костюм и заказать кольца. Летели мы 2 самолетами, с Вроцлава в Варшаву и с Варшавы в Тбилиси. Квартиру, как всегда, арендовали на Airbnb. Без преувеличения, это была худшая квартира из всех возможных, там невозможно было спать, громко, холодно, некомфортно. Повторяться не буду, во влоге все подробно рассказывала. Кто хочет увидеть меня злой, welcome к просмотру. Фотографа я искала отдельно, в Instagram, хотя вы можете заказать эту услугу агентства. Я же выбрала девушку из Украины, у которой мне максимально откликнулось качество работ. Еще и цена была не самая высокая – 500 лари. И как итог, мы ни капли не пожалели, фото получились невероятно красивыми, их было больше 200. Еще и фотограф помогала нам с позами и идеями. С образами было, конечно, весело. Мы женились в феврале, поэтому в масс-маркетах белых платьев практически не было. Сначала мы обрыли весь ТЦ в поисках и выцепили один вариант, средний, но хоть какой-то. А через время еще раз решили попытать удачу, и, о ура, платье мечты случайно нашлось. Честно, лучшего я бы не представила на себе. Обувь у меня была, а Андрею нужно было найти рубашку и бабочку, что было чуть проще, чем с моим платьем. Забавный факт. Цвет бабочки мы выбирали методом орел или решка, и в первом броске Андрей запульнул мне монеткой в голову. Персонал угорал вместе с нами. В общем, нашими образами я на 100% довольна, а как они вам, пишите в комментариях. Ну а с кольцами тоже был прикол. Заказывали мы их в Польше, онлайн, и это было ужасно. В офлайн-магазине выбора не было, но нам там сделали замеры пальцев. И что вы думаете? Они оказались неверными. Ну или пальцы у нас резко похудели, фиг знает. Молчу уже про муки выбора онлайн. Смотря на каждое кольцо, я говорила Андрею: не знаю, надо мерять. А я правда не знала, потому что там даже фото с руками не было. У нас был только один магазин на примете, где кольца делали до 2 недель. Больше времени у нас не было, могли не успеть, так что с горем пополам мы их выбрали, придумали текст для гравировки, заказали. И какое же было наше удивление, когда мы померили кольца и оказалось, что они оба большие. А менять их нельзя и возврат делать тоже. Так что если столкнетесь с таким же, лайфхак. Можно заказать вот такие штуковины, с ними кольца будут держаться крепко. А еще мне помогает помолвочное кольцо. Его можно просто одеть сверху. Ах да, цена. 2 обручальных кольца обошлись нам 4100 злотых. Несмотря на все эти трудности и на самом деле мелочи, день нашей свадьбы прошел невероятно красиво. Мы спокойно подготовились, мне сделали красивый макияж и прическу, нас отвезли в Дом юстиции. Церемония прошла трогательно и трепетно. У нас не было гостей, только мы, ведущая, наш организатор, который переводила текст, еще одна девушка с агентства, как свидетель, и фотограф. Все улыбались, кроме ведущей. После обмена кольцами и соглашения холить и лелеять друг друга до конца своих дней у нас был первый танец. Мы не были уверены, что он будет, поэтому особо не готовились. И получилась такая милая импровизация. В конце нам дали свидетельство о браке и, конечно, грузинское вино. И после мы пошли на фотосессию, которая получилась очень душевной, нежной и веселой. И дальше уже провели день еще более расслабленно, в любви и связи друг с другом. Во влоге можете прожить с нами этот день и всю неделю в Тбилиси в принципе. Ссылка вас, конечно же, будет ждать в описании. Итого, за всю поездку и свадьбу мы заплатили примерно 120 тысяч гривен. Счастливы, что все прошло именно так и именно с этими людьми, да и все, казалось бы, трудности сделали это событие настоящим и запоминающимся. Кстати, фамилию я не меняла, потому что потом бы понадобилось переделывать все документы, иммигранты меня тут поймут. Если у вас остались какие-либо вопросы по оформлению брака, пишите обязательно в комментариях. С чем смогу, с тем с радостью помогу. И делитесь своим опытом свадьбы в Европе. Будет очень интересно почитать. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!